Представьте, вы стоите на краю пустыни, где ветер шепчет имена забытых гениев. Слышите? Что дороже, талант или власть? Может ли слепой человек стать глазами целой эпохи? И главное, почему мир так часто убивает тех, кто дарит ему красоту? Сегодня я расскажу вам историю, которая заставит ваше сердце биться в ритме древних стихов. Это не легенда. Это жизнь Абу Абдаллаха Рудаки, человека, чьи строки пережили империи, но чье имя едва не стерли из памяти. Приготовьтесь, мы отправляемся в X век, где поэзия была опаснее меча. Мальчик, который видел мир звуками, 858 год. Глухая горная деревня Панджрут, сегодня Таджикистан. Здесь рождается мальчик. В 3 года Аспа забирает его зрение, но взамен дарит дар. Он слышит музыку слов. К 8 годам он знает наизусть весь Коран, к 12 пишет стихи, от которых плачут даже воины. Его имя Джафар ибн Мухаммад, но мир запомнит его как Рудаки, дитя реки Рут. 920 год. Двор саманидов в Бухаре. Слепой поэт становится духовным властелином империи. Эмир Наср II доверяет ему больше, чем визирям. Рудаки сочиняет законы в стихах. Даже враги платят дань его таланту. Он видит истину без глаз. Его стихи как вино. Пей, пока небо не опрокинуло чашу звезд, пока смерть не пришла, гостьей незваной. Но власть и поэзия — опасный союз. Яд зависти и разбитая лютня. 937 год. Заговор знати. Эмира Насра обвиняют в ереси, а Рудаки в том, что развратил правителя стихами. Приговор – конфискация имущества, даже тростника, которым он писал. Изгнание из Бухары в рваном халате. Легенда гласит, когда палачи выводили его из дворца, Рудаки спросил: «За что?» «За то, что твои стихи напоминают людям, что они люди», — ответили ему. 400 километров по камням и пескам. В родном Панджуде его боятся, дают воду только ночью. Последние стихи он пишет углем на стенах сарая, но дожди смывают слова. Последняя песня, 941 год. Рудаки умирает в нищете. Перед смертью он просит принести лютню, под которую когда-то пел эмиру. Слепые пальцы бьют по струнам. Звук хриплый, как предсмертный вздох. Поэт швыряет инструмент на камни. Такую музыку уже не услышит мир. Его хоронят в безымянной могиле. Из 180 тысяч строк, которые он написал, сохранится 1000. Воскрешение через 1000 лет, 19 век. Археологи находят в Панджуде скромный мавзолей. Надпись: «Здесь лежит человек, который был целым миром». Но мир не нашел для него места. Сегодня Рудаки называют отцом персидской поэзии. Его строки учат в школах от Тегерана до Душанбе. Но самая горькая правда в том, что мы до сих пор повторяем его ошибки. Гении умирают в нищете. Власть боится искусства. Мир забывает тех, кто дарит ему душу. Дорогие мои слушатели, если сегодня после этой истории вы откроете сборник стихов или напишите строчку в дневник, знайте, вы противостоите забвению. Рудаки доказал, даже пепел сожженных книг может стать семенем для новых садов. Я желаю вам: находите свою музыку в мире, где так много шума. Помните, что каждая слеза по чужой истории делает человечнее вашу собственную. И никогда не бойтесь быть неудобными, ведь поэты и пророки редко умирают в шелках. До новых встреч в лабиринтах истории.